Это джунгли. Огромный, живой мир, где солнце с трудом пробивается сквозь густую растительность, где даже воздух наполнен тайнами. Здесь каждый шаг может стать открытием или встречей с тем, кто не желает быть найденным. Говорят, что в глубине этих лесов скрываются существа, о которых люди знают лишь из мифов. Они двигаются бесшумно, наблюдают за каждым, кто осмелится войти в их владение. Но сегодня мы раскроем часть этих тайн. Мы отправимся в самое сердце джунглей и встретимся с тремя их удивительными обитателями. Черной пантерой, призрачной охотницей, чьи золотые глаза сверкают в темноте. Орангутаном, мудрым хранителем леса, о котором ходят легенды. И таинственным тамарином, крошечным акробатом, который, как говорят, видит то, что скрыто от человеческого глаза. Но прежде чем мы начнем, знаете ли вы, что эти джунгли до сих пор хранят тайны, которые наука не смогла объяснить? Например, здесь находились следы существ, которых не существует, или, по крайней мере, так считают ученые. Что ж, давайте узнаем, какие секреты скрываются за густыми зелеными стенами этого удивительного мира. Где-то далеко, за горизонтом, мир засыпает. Но здесь, в сердце джунглей, начинается новый день. Тысячи голосов сливаются в единую симфонию. Шепот листьев, плеск воды, крики обезьян, мерное жужжание насекомых. Кажется, что сам лес живет, дышит, наблюдает. Но не все в этом мире подвластно свету. В тени, где солнце почти не пробивается, скрываются настоящие хозяева ночи. Здесь, в самой глубине леса, царствует тьма. И среди этой тьмы есть существо, которое почти невозможно увидеть. Это черная пантера, тень джунглей. Она двигается как призрак. Никто не слышит ее шагов, никто не видит ее приближения, пока не становится слишком поздно. Черная пантера – одна из самых загадочных и неуловимых хищников джунглей. Но знаете ли вы, что черные пантеры – это вовсе не отдельный вид? На самом деле это обычные ягуары или леопарды, у которых особый окрас из-за генетического мутационного явления, называемого меланизмом. В мифах древних цивилизаций она была символом непреклонной силы и ночного охотника. В Латинской Америке говорили, что пантера может видеть душу человека и карает тех, кто вторгается в ее владение. А некоторые племена верили, что это не животное, а дух леса, способный менять форму. Но даже в реальном мире это почти невидимый хищник. Черная шерсть позволяет ей сливаться с тенью, делая ее почти неуловимой даже для опытных исследователей. Однако, несмотря на свою силу, пантеры сами находятся в опасности. Их численность сокращается из-за разрушения лесов и охоты браконьеров. Эти величественные создания становятся все более редкими. Говорят, что если в темную ночь в джунглях вы услышите едва уловимый шелест позади себя, это может быть она. Она видит вас, но увидите ли вы ее? Джунгли никогда не спят. Днем это царство звуков, крики птиц, стрекот насекомых, шепот листвы на ветру. Но стоит солнцу уйти за горизонт, и лес меняется. Внизу среди густых зарослей бесшумно скользит черная пантера, но в верхних ярусах леса царят совсем другие хозяева. Здесь, высоко над землей, в мире лиан и гигантских деревьев, живут одни из самых умных обитателей джунглей. Это орангутан, человек джунглей, величественный и загадочный, как и сами тропические леса. Эти удивительные приматы – одни из самых умных обитателей джунглей. Они могут использовать инструменты, строить себе укрытия и даже учиться друг у друга. Но самое интересное – это их жизненный ритм. В отличие от большинства обезьян, орангутаны предпочитают одиночество. Они часами могут сидеть на высоте 20-30 метров над землей, наблюдая за окружающим миром, словно древние философы джунглей. Но что, если я скажу вам, что однажды люди приняли орангутанов за духов леса? По легенде одного из племен Борнео, орангутаны – это древние хранители леса. Когда-то давно они могли говорить, но решили хранить молчание, чтобы не выдать людям тайны джунглей. Говорят, если долго смотреть в глаза орангутану, можно почувствовать нечто странное.
будто он понимает вас лучше, чем вы сами. Миф или реальность? Это остается загадкой. Но одно ясно точно. Они наши дальние родственники, и их интеллект до сих пор поражает ученых. Однако их мир в опасности. Вырубка лесов разрушает их дом. И с каждым годом этих удивительных существ становится все меньше. Но пока они здесь, джунгли продолжают жить. А кто еще скрывается в этих загадочных лесах? Из глубокой тени, где медленно двигался величественный орангутан, мы переносимся в другую часть джунглей, туда, где жизнь кипит на высоких деревьях, а среди листвы скрываются настоящие короли акробатики. Знакомьтесь, Тамарин – крошечная, но очень смелая обезьянка. Эти миниатюрные приматы весят всего 300-500 граммов. Это примерно как крупный банан. Но несмотря на свои размеры, тамарины – настоящие вожди среди себе подобных. Они живут семьями, где главенствует одна самка, а все остальные члены группы заботятся о малышах. Но что делает их особенными? Посмотрите на их усатые мордочки. Не правда ли? Они похожи на древних мудрецов. Существует легенда, что тамарины когда-то были хранителями древнего знания. Говорят, что эти обезьянки понимали язык джунглей и могли предсказывать будущее. По легенде одного из племен Амазонии, если ночью вы услышите тихий шепот среди ветвей, это тамарины перешептываются между собой, передавая друг другу секреты леса. Но что же на самом деле скрывается за их усами? Возможно, нечто, чего мы пока не можем понять. Черная пантера, орангутан, тамарин – это лишь малая часть удивительного мира джунглей. Здесь каждый зверь – герой своей истории, хранитель своей тайны. Но сколько еще загадок скрывается в этих густых лесах? Может быть, мы знаем далеко не все. Джунгли – это мир тайн и чудес. Здесь каждое существо играет свою роль, а каждая история – часть великой гармонии природы. Мы лишь гости в этом древнем царстве. Будем ли мы его хранителями или разрушителями, зависит только от нас.